Сегодня я отправляюсь в путешествие. Но не на поезде, не на пароходе и даже не на ковре-самолете. Я отправляюсь в путешествие на знаменитой канатной дороге, которая между Манхэттеном и Рузвельт-Айлендом. Я захожу в вагон канатной дороги. Двери закрываются. Людей здесь всегда много. Без лишнего шума кабина плавно отрывается от станции. Под нами Манхэттен, крошечные желтые такси, стальные леса небоскребов, шахматная сетка улиц. Величественный Ист-Ривер, сверкающий на солнце. А впереди уже виден Рузвельт-Айленд, вытянутый остров Лента, словно забытый в реке след от кисти художника. Осторожно, двери открываются. На станции установлено электронное табло с картой острова и его главными достопримечательностями. Остров Рузвельт-Айленд словно другой город. Тишина вместо шума, простор вместо спешки. «Добро пожаловать!» – выразительно взглянул гусь. Без слов, но все ясно. На остров можно попасть разными видами транспорта, в том числе и водным. Рузвельт-Айленд Ферри приглашает прокатиться на речном трамвае, особенно в жаркий день, когда от реки веет прохладой, и остров будто шлет вам свой свежий привет. В следующем году канатной дороге исполнится 50 лет. Это первая городская пассажирская канатная дорога в Северной Америке. Впереди нас ждет путешествие сквозь века. От руин старинной больницы до современных технологий. От тихих парков до секретных баров. Уверена, это не будет просто прогулка, а настоящее открытие. При выходе из канатной дороги сразу остановка автобуса Red Bus, который повезет нас вглубь острова. Еду в знаменитом красном автобусе Red Bus. Он уютный, бесплатный, и такое впечатление, что здесь все друг друга знают. За окном мелькают парки, скверы, жилые дома. Я уже на конечной остановке автобуса Red Bus. Передо мной внушительное здание с округлым фасадом, как будто сошедшее со страниц викторианского романа. Это октагон, архитектурная реликвия острова. Когда-то здесь располагалась психиатрическая больница, и здание хранит множество непростых человеческих историй. Сегодня здание преобразовано в жилой комплекс. Направляюсь дальше, выхожу к набережной Ист-Ривер. Здесь особенно чувствуется простор. Вода рядом, легкий ветерок и Манхэттен как на ладони, словно декорация к фильму. История острова Рузвельт очень насыщенная. В 17 веке остров принадлежал голландским колонистам. В 1666 году британские власти передали его Роберту Блэквиллу, чьим именем остров назывался почти 2 века. Блэквилл-Айленд. Лайтхаус Парк – один из самых уютных уголков Рузвельт-Айленда. В одной из зон парка оборудованы места для барбекю. Это настоящая находка для тех, кто хочет устроить пикник с видом на реку. Можно приготовить шашлыки, провести время с друзьями или просто насладиться уикендом в кругу семьи. В самом сердце парка стоит он – каменный маяк. Построенный еще в XIX веке, маяк уже давно не освещает путь кораблям. Его стены обветрены, но именно в этом вся его красота. К нему хочется подойти поближе, потрогать его руками, прикоснуться к нему, посидеть, помолчать рядом. Сюда приходят погулять, послушать плеск волн, устроить фотосессию или просто поймать момент уединения на фоне урбанистического горизонта.
Скульптурная композиция с лицами женщин «The Girl Puzzle», созданная американской художницей Амандой Мэтьюс. Эта инсталляция посвящена журналистке и правозащитнице Нелли Блай. На памятнике выгравирована цитата: «У меня никогда не было другого желания, кроме как принести пользу человечеству». Здесь невольно задумываешься о важности свободы как основы человеческого счастья. На краю острова, среди зелени, воды и камня, особенно ясно понимаешь, как важны эти простые и такие бесценные вещи. Огромная лужайка приглашает к отдыху и пикникам в выходные. Тихий зеленый парк на самом краю острова, где по-настоящему ощущается покой. Лишь шелест листьев, река и мягкое солнце, пробивающееся сквозь кроны деревьев. Покидаю парк с другой стороны острова. Если вы впервые на острове и не знаете, что где находится, вот это яркое здание вы точно не пропустите. Это общественный туалет, бесплатный, чистый и, что особенно приятно, с горячей водой. Как интересно, полнеба голубое, а вторая половина в белых пушистых облаках. Словно небо разделило с нами свое хорошее настроение. Японская вишня уже цветает. В Японии это символ мимолетности жизни и красоты момента. Вновь подхожу к остановке автобуса, чтобы сесть на Red Bus и продолжить свой путь. В XIX веке остров стал местом больниц, приютов и тюрем, изолятором для неудобных жителей Нью-Йорка. Часовня Доброго Пастыря, построенная в 1888 году по проекту Фредерика Кларка Уитерса. Возведенная из красного кирпича с узкими стрельчатыми окнами, она резко выделяется на фоне современных зданий. До сих пор хранит дыхание прошлого, а ее шпили, словно стражи времени, тянутся в небо. Рядом с часовней установлен чугунный колокол. На нем дата 1888. Скорее всего, именно он когда-то висел в звоннице этой церкви и первым возвещал начало службы для обитателей острова. Я ощутила дух прошлого. История и современность переплетаются на этом острове. После долгой прогулки и погружения в историю самое время перевести дух. Как раз рядом с часовней находится вот это симпатичное кафе. Кафе уютное, приятная атмосфера, негромко играет музыка, ненавязчивый такой декор и очень такие приличные порции. Подкрепившись, можно отправиться дальше. Впереди еще немало интересных мест. Кстати, здесь очень уютная летняя веранда, где в теплую погоду приятно поесть на свежем воздухе. Возле церкви собрались женщины с плакатами, на которых они выражают свое мнение по актуальным социальным вопросам, от иммиграции и вакцинации до проблем безопасности. Я вновь села в Red Bus, и теперь моя цель – конечная остановка. Еще не все достопримечательности я вам показала. Думаю, будет интересно. Мост Куинсборо-Бридж проходит над островом. По нему идет линия метро F, которая делает остановку на станции Рузвельт-Айленд, прямо на острове. Девушка в наушниках наслаждается музыкой, солнцем и спокойным течением реки, словно растворяясь в этом мгновении. Вдоль набережной раскинулись деревья японской сакуры. Зачем ехать в Вашингтон на цветение, если на Рузвельт-Айленде вас ждет не менее чарующее розовое царство? Слева от меня река, а справа здание технологического факультета Корнельского университета. Это настоящий городок будущего. Стекло, сталь, солнечные панели,
и умные архитектурные решения. Все дышит современностью и стремлением к прогрессу. Прогулка здесь словно экскурсия в завтрашний день, где природа удивительно гармонично вписывается в урбанистический ландшафт. А просторная зеленая лужайка приглашает студентов не только отдохнуть, но и, возможно, придумать что-то великое. Citybike – отличная возможность взять велосипед и прокатиться по острову. Полиция всегда на страже, даже гуси чувствуют себя в безопасности. Семейка гусей выгуливает свое пушистое потомство. Малыши учатся щипать траву. Кто-то старательно, а кто-то устроился сидя. Пусть трава сама подползает. Мемориал надежды Франклина Делано Рузвельта. Он сидит в инвалидной коляске, но в его взгляде сила. Франклин Делано Рузвельт протягивает руку девочке, которая, как и он, преодолевает свою боль. Она с костылями, но с тянущейся к свету душой. Между ними не просто жест. Это момент надежды. Мемориал надежды говорит без слов. Даже когда тело слабеет, дух может вести вперед. Это встреча, в которой соединяются прошлое и будущее, где лидер, переживший недуг, дарит веру тем, кто только начинает путь. Кажется, я попала в старинный замок, но это настоящие руины больницы оспы 19 века. Здесь когда-то лечили от одной из самых страшных болезней, а теперь только ветер и шепот истории. Добро пожаловать в Государственный парк 4 свобод имени Франклина Делано Рузвельта. В 1921 году остров переименован в Welfare-Island – остров благотворительности. 2 симметричные аллеи деревьев обрамляют просторную лужайку, создавая торжественный зеленый коридор, ведущий к монументу в самом конце. Фотографы изо всех сил ловят удачный кадр, а гусь с видом звезды сидит не шелохнувшись, как будто говорит: «Ну хорошо, один кадр для обложки». Молчаливая бронзовая тишина. Это памятник Франклину Делано Рузвельту на южной оконечности острова. Сзади его знаменитая речь о 4 свободах. Свобода слова, свобода вероисповедания, свобода от нужды и свобода от страха. Эти идеи стали основой для будущего мира, о котором мечтал Рузвельт. Мира без войн, где каждый человек живет в свободе и с чувством достоинства. На самом краю южной оконечности Рузвельт-Айленда открывается захватывающая панорама на Ист-Ривер, Манхэттен и Квинс. Возвращаясь вдоль набережной, я прохожу совсем рядом с гусем. Не остановилась на фотосессию. Он недовольно покачал головой, будто говорит: «Ну спасибо, сижу тут, позирую целый день, а меня даже не щелкнули». В честь президента Франклина Делано Рузвельта остров получил современное название – Рузвельт-Айленд в 1973 году. На южную часть острова тоже можно доехать на автобусе. Он идет прямо до мемориала Рузвельта. Библиотека Корнельского технологического кампуса. Заходим внутрь, и нас встречает гигантский мальчик в очках для плавания. Он светит лампой на стойку регистрации, будто ищет там тайное послание или хотя бы список новых поступлений. Библиотека Корнельского технологического университета – это не просто место для учебы, где студенты и гости могут не только читать и работать, но и раскрыть небольшой секрет. Чтобы попасть в это секретное место, нужен документ. Только с ним
можно воспользоваться лифтом и подняться на 18 этаж. Он так и называется – «Панорама». Здесь, в уютном и стильном баре, можно немного передохнуть, играет музыка, царит расслабленная атмосфера. Если выйти на лоджию, вас ждет панорамный вид, от которого просто захватывает дух. Вид на кампус Корнельского технологического университета сверху. Воды Ист-Ривер блестят на солнце. С одной стороны небоскребы Манхэттена, с другой – жилые кварталы Квинса, а прямо перед нами южная оконечность острова Рузвельт с видом на парк и мемориал. Это идеальное место, чтобы сделать паузу, вдохнуть полной грудью и просто насладиться моментом. На смотровой площадке «Панорама» я встречаю закат. Сами собой рождаются стихи. На высоте, где тишина жива, я встречаю закат без слов, без права нарушить дыхание дня. Он уходит, оставив след для меня. Темные тучи плывут в вышине, скрывая огонь небесного края, но солнце сквозь них все же светит мне, словно надежда, не умирая. Небоскребы в тени, как стражи времен, молча глядят на прощальный поклон, и город замирает в вечерней черте, словно растворяясь в золотой высоте.